Физикой используется математики очень много, и где только можно. Посмотрим, каким образом некоторые направления физики можно применить к математическому аппарату. Знаем о том, что скорость, она при движении равна путь, деленный на время. Время может быть выбрано либо в часах, либо в минутах, либо в секундах. Это все зависит от условий задачи. Ну и путь, естественно, который пройден, это расстояние в километрах, метрах, либо в сантиметрах и так далее. Той же самой формулой можно определить, что путь равен v умноженное на... То есть путь равен скорость, умноженное на время. Либо можно найти время. Время равно путь, деленное на скорость. Рассмотрим вот этот пример. Путь равен скорость умножить на время. Если у нас время независимая величина, она может быть только, так сказать, идти самостоятельно, так путь будет зависеть от этого произведения. Считаем, что скорость у нас пока не меняется, скорость у нас будет постоянно. Поэтому это выражение, оно очень сильно нам напоминает функцию y равно a умножить на x, где x является переменной, которая задается, а это коэффициент, ну а y это значение функции, которая получается в результате изменения коэффициента. Функцию математики можно представлять. Я напишу первый аналитический методом, то есть формулой. Второе можно представлять табличным способом. И третье – это графический. Конечно, для обработки информации нужно нам аналитическим образом, но для того, чтобы построить эту функцию, мы можем использовать табличным способом, то есть задавать какие-то определенные значения и получить значение функции. Давайте построим эту функцию при значении, когда коэффициент a равен единице. X будет меняться в каких-то небольших пределах, для того, чтобы слишком большой рисунок не делать, скажем, от минус 2, минус 2, минус единица, 0, единичка и двойка. Естественно, значение y будет зависеть по вот этой формуле, когда a равно единице, y равно минус 2 тоже, минус единица, 0, единичка и двойка. Вот мы имеем небольшой такой интервал для того, чтобы посмотреть, каким образом будет проходить эта функция на координатной плоскости. Давайте построим небольшую координатную плоскость для того, чтобы увидеть, как она будет проходить. Вот это значение x, y, вот это у нас x, это у нас y, значение 1, 2, минус 1, минус 2. Это положительное значение, сюда плюс бесконечность идти, сюда минус бесконечность, сюда y положительное значение, плюс бесконечность, сюда y минус бесконечность, минус 2. Здесь x будет минус единица, минус 2. 0 понятно в центре. 0 равно нулю, когда единица будет равна единице, когда 2 будет равно 2, когда минус 2 будет равно минус 2. То есть фактически график функции будет проходить вот такой линией. Ну, дальше не будем его продолжать. Сколько можем набрать значений, столько можем построить график. В данном случае это a равно единице. Посмотрим, как будет выглядеть, куда он будет направляться, этот график, если у нас a меняется. Ну, скажем, пусть a будет равно двойке. Напишем a равно 2. Для того, чтобы увидеть, каким образом будет проходить график, построим опять же табличку. Это значение x у нас, минус 2, минус 1, 0, 1, 2. И значение y. Это равно 2. Y будет равен минус 4, минус 1 будет равен минус 2. Когда 0, 0. Когда 1 будет 2, ну и когда 2 будет равно 4. Перемножили по этой формуле. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть этот график, как он будет проходить. То же самое, координатная плоскость. Это y плюс бесконечность x минус бесконечность y. Это 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Это минус 1х, минус 2, естественно, минус 1. Минус 2, минус 3 и минус 4. Когда у нас равно 0, значит 0. Когда у нас единица, так у нас будет двойка. Когда двойка, будет четверка. То есть график этой функции, если провести линию графическую, он будет проходить ближе к оси y. То есть с увеличением значения параметра вот этого a равно 2, 2, он будет наклоняться, если a равно единице. Шло у нас вот практически под углом 45 градусов. Это ближе наближается к оси, то он быстрее возрастает. Приближается к оси y. Последний пример, когда a дробное число, a равно 1/2. То же самое построим табличку x, y, минус 2, минус 1, 0, 1, 2. 1/2 будет минус единичка, минус 1. Здесь будет минус 1/2, 0 значит 0, единица будет 1/2, и это просто единица. Вот так будет выглядеть значение. Я не буду продолжать туда-сюда. Вверх и вниз можно очень много значений набрать, но для того, чтобы посмотреть характер, нам достаточно вот этого небольшого отрезка. Как она будет проходить на координатной оси. Вот это графическое построение. Здесь y будет плюс бесконечность, x плюс. Будем всегда знать, что вправо плюс бесконечность, влево минус бесконечность. Единичка, двойка, минус 1, минус 2, y1, 2 и минус 1, минус 2. 0 значит 0.
x равно минус 1, y равно минус 2. То есть здесь, когда y равно единице, y равно 1/2. То есть он получается, что он больше приближается к оси x. Не так растет быстро. Если график а равно единице, это будет а равно 1/2. Если а равно единице идет практически по углу 45 градусов, а равно двойке ближе получается к оси y, то при дробном значении а равно 1/2 он больше приближается к оси x. В какой-то степени мы здесь можем сказать, что этот коэффициент а является ничем иным, как определителем вот этого угла, который образует этот график с координатой, соответствующими осями, с осью x, с осью y. Откуда это видно? Давайте посмотрим. В данном случае возьму в качестве примера вот это значение. Единица, двойка, когда 1 у нас будет равно 2. Я проведу вот так с одной точкой, потому что мы уже проводили такой график. Посмотрим, что в этом получится. Смотрите, вот здесь у нас получается не что иное, как прямоугольный треугольник. Вот здесь мы можем сказать об этом. Если мы рассмотрим этот угол, то обозначим его альфа. Я вот так укажу, что это угол альфа. То тангенс этого угла будет отношение вот этой координаты вот к этой координате. Это y значение, а вот это x. Тангенс угла альфа равен отношению противоположного катета к прилежащему. Это прямоугольный треугольник. Y разделить на x. В данном случае y у нас 2, y равно единице. То есть тангенс угла альфа равен двойке. То есть коэффициент в данном случае, я напишу тут y равно 2x, чтобы было понятно. Коэффициент в данном случае является определителем угла наклона графика функции, соответствующей оси x и, естественно, к оси y. И угол наклона фактически получается это не что иное, как тангенс угла наклона вот этой линии к оси x. Еще раз напомню. Тангенс угла наклона вот этого графика к оси x. Это нам понадобится для того, чтобы рассмотреть один пример. Если мы видим движение тела с какой-то скоростью, скажем, s равно v умножить на t, где у нас v является постоянной величиной, а t меняется, естественно. Пусть у нас v равно 1 метр в секунду. И посмотрим, какое расстояние пройдет это тело за определенное время. Вот напишем v равно 1 метр в секунду и построим график зависимости пути от пройденного времени. Это будет у нас время t, это у нас будет путь s. t равно 0, 1, 2, можно написать 3, 4 и так далее. В данном случае, когда v равно 1 секунда, 1 метр в секунду, значит t равно 0, значит s равно тоже 0, 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Мы получили табличное значение для вот этих данных. Небольшое табличное значение. Построим график, как он будет выглядеть. 1, 2, 3, 4. Это у нас будет изменяться t в секундах, а это у нас будет меняться расстояние s в метрах. Вот эти цена деления может быть определена с удобства, как оно будет лучше видеть. Может быть, придется более-менее укрупнить или уменьшить. Во всяком случае, распишем это дело, считая о том, что это 1 метр. Получается, это 2 метра, это 3, это 4. То есть, когда v равно 1 секунда, мы строим график. У нас он, получается, идет таким образом. Это у нас будет скорость равна 1 метр в секунду. Естественно, если у нас скорость v равна 2 метра в секунду, табличка, конечно, будет иметь другой вид. Здесь пишем время t, здесь пишем путь пройденный. t равно 0, 1, 2, 3. S будет 0, 1 это будет 2, 4, 6, 5, 6. Если построить график по вот этому движению, тогда у нас получится, что он будет ближе находиться к оси пути S. То есть V у нас равно здесь 2 метра в секунду. Видите, в какой-то степени он напоминает прохождение, когда мы увеличили параметр, увеличили вот это V, которое является коэффициентом. Тогда график больше начинает возрастать, и он похож на график функции, когда равно 2. Если мы напишем другое значение скорости, скажем так, v равно 1/2 метра в секунду, и построим табличку, это будет время, это будет путь. Давайте посмотрим, что оно получится. Это будет 0, 1, 2, 3, 4. В этих данных получается 0, единица 1/2, двойка. Это будет единичка, тройка, 1,1/2, и четверка это будет, естественно, 2. То есть график этой функции при этих данных, когда v равно 1/2 метра в секунду, он будет идти ниже и ближе будет находиться к оси t.
То есть он похож, смотрите, на график, который это v равно 1/2 метра в секунду. Он похож на вот этот график. То есть если коэффициент v, скорость, она больше единицы, он ближе сюда, то есть с возрастанием коэффициента он ближе приближается, функция быстрее возрастает. Когда коэффициент уменьшается, все меньше и меньше становится, она будет находиться все ближе к оси t. В данном случае мы видим изменения и пути, и времени. Время мы задаем сами, но путь меняется согласно времени. А каким образом мы здесь можем увидеть скорость? Да очень просто. Смотрите, мы доказали о том, что в данном случае функция y равно 2x, только что разобрали, и увидели, что двойка является тангенсом угла наклона вот этой функции к оси x. Не просто так. В данном случае у нас будет определять тангенс угла наклона. То есть вот этот угол, который определяет движение и изображение графика, будет являться ничем иным, как скорости. Мы можем определить этот угол. Скорость будет определяться тангенсом угла наклона. Вот этот угол определяет тангенс угла наклона. Обратите внимание, что если этот угол везде постоянный, то есть он не меняется здесь, и здесь не меняется здесь, то что мы можем сказать? Мы можем сказать о том, что скорость постоянная. В данном случае здесь она постоянная, и здесь она постоянная, потому что тангенс наклона этой прямой везде одинаковый у всех точек. Таким образом, мы можем анализировать, как меняется скорость. Если у нас, например, такой будет произвольный график движения скорости, пусть скажем вот так, смотрите, вот это путь, вот это время, и у нас путь, я пока буду рисовать прямыми линиями. На этом пути у нас одна скорость, вот угол тангенса. Альфа не меняется на вот этом промежутке. Дальше мы изменим этот угол наклона. Вот он пошел. Какой будет угол наклона? Вот этот вот. Вот он. Скорость у него какого-то предмета было до времени t1 одна, времени t1 до времени t2 у нас вдруг стала другая. Почему? Потому что тангенс угла вот этой линии, наклона вот этого графика, это s, определяется скоростью. Если говорим о том, что дальше мы движем прямой параллельные, вот времени t3, например, параллельные, тангенс угла наклона равен нулю, скорость тогда в этом случае равна нулю. То есть в этом промежутке тело просто не движется, оно стоит. Я просто хотел показать связку между математическими функциями, которые определяются в алгебре, и каким образом они могут нам помогать при решении задач физики.